Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас сегодня приветствовать в нашем с вами канале. Сегодня мы поговорим, что такое милость Создателя, нашего Творца. Милость нашего Создателя – это то, что происходит с нами каждый день. Все зависит от нашего восприятия, как мы видим наш сегодняшний день. Милость нашего Создателя в том, что Он дает возможность каждому из нас прочувствовать этот удивительный, прекрасный мир, где мы с вами не создаем ничего. Даже тело своего мы не создаем. Здесь нет ничего нашего. Все, что находится вокруг вас, создано энергией Бога. Он вас оживляет, Он вас рождает, Он вас забирает домой, обратно. Милость Создателя – это величайшее явление на нашей планете Земля, где человек может покупаться в низких вибрациях, потом в высоких, и познать себя, как ему хорошо с Творцом и как ему тяжело и плохо без Творца в душе. С Богом в душе человек счастлив. Человек благодарен, когда проходит тяжелые испытания, потому что у него есть глубокое понимание, что на это все воля Бога. Тогда человек разумно делает вывод из каждой ситуации. И той проблемы, которая у него случается на пути. Каждая так называемая проблема является не проблемой. Это всего лишь временный пробудитель нас. Звонок на урок. Когда проблемы – это время учиться. Понимать и осознавать свою жизнь, что вы делаете правильно, что вы делаете неправильно по отношению к себе, окружающему миру и людям. Всем тем, которых оживляет в данную минуту Творец. Это важно помнить. Когда вы будете помнить каждую минуту, что каждого человека оживляет Творец, вы начнете задумываться, как взаимодействовать с человеком, которого оживляет сам Бог. Для разумного человека он сразу становится братом. Любой человек, даже самый тяжелый, неприятный и плохой. Он осознает, что если этот человек существует, он должен для чего-то существовать. Просто так ничто не может проявиться в этой реальности, потому что этот дом создается кем-то. Это важно помнить каждую секунду. Этот дом создается не нами с вами. Милость Творца – то, что Он нам всегда все прощает, что Он подготавливает такие уроки для каждого из нас, где мы можем самым наилучшим и быстрым способом прийти к осознанности и любви. Будет ли на земле полная любовь? Нет, такого не будет никогда. Будет любовь в отдельных сердцах, потому что тогда эта реальность потеряет смысл. Каждый и так окажется в раю, а сюда мы приходим для того, чтобы познать себя, немного отделившись от Творца. Познать эту истину, эту сладость и эту горечь, переживание страдания. Когда матеря теряют детей,
так и Отец чувствует каждую из вас вибрации, потому что все вибрации в нашем сознании – это подарок Творца. Он создает каждого из вас. Он создает меня. Он создает всех. И все оживляет. Этот подарок важно использовать разумно в течение жизни. Тогда вы будете разумно проходить все нелегкие испытания. Меня услышит небольшое сначала количество, но со временем количество людей это будет вырастать. Но это не делает мои слова лучше или хуже. То, что я говорю сейчас, будет так же само на весах, то, что будет говориться через 40-50 лет. Дай Бог здоровья. Если Он оставит меня в этой реальности. Если не оставит, я всегда готов. Каждую секунду. Это мое служение. Служение вам. Здесь я учусь, я лично, как дарить и передавать информацию и любовь. Это моя задача. Это моя школа. И в жизни создаются обстоятельства так, чтобы я наиразумнейшим образом это осознал и понял. Мир вашему дому. Благодарите Создателя. Будьте с Ним каждую секунду, потому что Он за вас не забывает. Он вас оживляет сейчас. Он никогда за вас не забывает. Когда будете идти по улице, понаблюдайте за жизнью, как ее оживляет сам Бог. Вы хотите встретиться с самым величественным? Вот вы можете глазами каждую секунду созерцать, что Он сотворяет, что Он оживляет. Сверчков, которые свирелят, рыжика, который загорает. Разве это не чудо? Смотрите, какой он мягкий, пушистый, в шубе сидит. Представляете? Разве это не классно? Валяется на пузе, коготочки пускает. Но это чудо. Хвостом мотыляет. Всем мира добра. Научитесь видеть любовь в окружающем вас мире. Она везде. Это везде божественная энергия. Везде. Не обижайтесь на Бога. Не обижайтесь на людей. Учитесь у людей. И тогда у вас все будет хорошо. Учитесь искренне, без всякой гордыни. Освободите ваше сердце для новой информации, нового понимания жизни, нового осознания, нового восприятия, чтобы эти лучи солнца входили в ваше сердце и оживляло вас, делало мягким, как реку, которая течет за мной. Она не спорит ни с одним камнем по дороге. Она всегда проходит рядом с ними, обволакивая своей любовью и не мешая ему. Да, камень затачивается, он тоже становится без углов. Соответственно, ваша любовь каждый угол может сгладить. Ваша река любви любой угол сгладит и преодолеет любое препятствие с наименьшими страданиями и с наибольшим пониманием жизни. Любите жизнь, видите ее живою. Она чудо, она создается сейчас. Мы можем ее созерцать. Вот я смотрю на вас через камеру, разве это не чудо? Все элементы, из которых состоит эта камера, атомы, они же оживают благодаря энергии. Это уже форма телефона. Но это энергия, божественная энергия. Я всех вас люблю, искренне уважаю. Мужчинам
мужская любовь. Я не слюнтяй. Девушка искренняя, божественная, нежная любовь. Любите друг друга, уважайте. Научитесь видеть везде Бога. Он там. Не обижайте Его, не обижайте жизнь, а любите. И Рыжик любит вас. Смотрите, какой он хороший. Это волшебный кот, кстати. Волшебный. Он меня учит постоянно. Постоянно. Даже хвостом.